Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, у нас в гостях любимая всеми северная бесхвостая красавица. Я уже рассказывала про ее горячую южную испанскую сестричку, про родственницу из Канады и про рыжую американку. Всех их вы сможете найти в плейлисте «Кошки». Ну а сегодня у нас в гостях евразийская, она же обыкновенная рысь. Хотя название обыкновенное, по-моему, какое-то обидное. Итак, русское слово «рысь» восходит к православной форме и значит «рыжий». Евразийская рысь – это самый северный вид из семейства кошачьих. В Скандинавии она встречается даже за полярным кругом. Некогда она была весьма обычна по всей Европе, но к середине 20 века ее истребили в большинстве стран Центральной и Западной Европы. В России обыкновенная рысь встречается в глухих хвойных лесах вплоть до Камчатки и Сахалина. Водится рысь также в Карпатах, на Кавказе и в Средней Азии, а также в средней полосе России и в Восточной Европе. Длина тела евразийской рыси составляет от 80 до 130 сантиметров и где-то 50-70 сантиметров холки, значительно крупнее и коренастее лисицы. Обычно рысь где-то размером с крупную собаку. Масса взрослых самцов от 18 до 25 килограмм. Очень редко может достигать 35. Самочки обычно весят в среднем 20 килограмм. Туловище, как у всех рысей, короткое и плотное. На ушах длинные кисточки. Хвост короткий с обрубленным концом, где-то около 20 сантиметров. Мех рыси не имеет себе равных среди кошачьих. Он очень густой, высокий и шелковистый. Особенно длинная шерсть на брюшке. Лапы крупные, зимой хорошо опушенные, что позволяет рыси ходить по снегу, не проваливаясь. Зимой они снизу обрастают длинными волосками и становятся похожими на лыжи, поэтому уделенная нагрузка на опору у рыси в несколько раз меньше, чем у других кошачьих. Это, наряду с высокими лапами, служит приспособлением к передвижению по рыхлому и глубокому снегу. Существует множество вариантов окраса рыси, зависящих от географического района. Южные формы обычно более рыжие, шерсть у них короче, а лапы мельче. След рыси типично кошачий, без отпечатков когтей. Задние лапы ступают точно вслед передних. Наша таежная красавица отлично лазает по деревьям и скалам, а также хорошо плавает. Пятнистость шерсти делает рысь незаметной днем среди падающих на землю солнечных бликов от освещенных крон деревьев и скрывает в сумерках и на заре, облегчая нашей красотке нападение на добычу. При обилии кормовой базы рысь живет оседло, а при недостатке кочует. В сутки она способна проходить до 30 километров. Любимые ее вкусняшки – это зайцы-беляки. Также она постоянно охотится на тетеревиных птиц, мелких грызунов и реже на небольших копытных, вроде косули, кабарги, пятнистого и северного оленей. Даже изредка нападает на домашних кошек и собак. Кроме того, на лис, енотовидных собак и других некрупных животных. Охотится рысь в сумерках. Вопреки распространенным представлениям, она никогда не прыгает на свою жертву с дерева. Она предпочитает подкарауливать дичь в засаде или подкрадываться, то есть подбирается к жертве на максимально небольшое расстояние, выгодное для молниеносного броска. Она прячется за упавшие стволы, старые пни, камни, иногда садится на толстый горизонтальный сук,
а затем нападает большими до 4 метров прыжками. Жертву рысь преследует на дистанции не более 60-80 метров, после чего выдыхается. Подобравшись на расстояние около 10-15 метров, рысь покрывает его несколькими прыжками длиной 2-3 метра. Если атака сразу не удалась, охотница делает еще с десяток более коротких прыжков в угон, который чаще всего ничем не кончается. Бросившись на крупную добычу, рысь впивается когтями ей в переднюю часть тела, а зубами хватает шею или горло. Жертва некоторое время тащит на себе хищника, пока не упадет от нанесенных ран. Также известно, что рысь убивает лисиц и куниц, даже если нет надобности в еде. Но не любит она ни Патрикеевну, ни куницу. Видимо, видит в них прямых конкурентов. За один раз она съедает немного пищи, остатки прячет в укромное место или закапывает в снег. Обычно совершеннолетняя рысь с паспортом ловит и съедает зайца раз в 2-4 дня. С убитой косулей она расправляется за 3-4, а у добытого пятнистого оленя тусуется до 1,5 недель. Сытая рысь даже может хранить зайца несколько дней, пока не съест целиком, чтобы не тратить силы на новую охоту. Недоеденные останки добычи она прикапывает снегом или землей, но делает это так неряшливо, что ее припасы очень быстро растаскивают более мелкие хищники, например, соболь или колонок. За рысью, как за более удачливой охотницей, ходит и наша любимая росомаха. И иногда, будучи в своем росомашьем репертуаре, отгоняет ее от свежедобытой жертвы, а в случае нехватки пищи может даже напасть на взрослую и сильную рысь. Рысь предпочитает ретироваться от этой безбашенной росомахи. Смотрите ролик про всех этих вредных убийц в плейлисте «Семейство куньих». При всей своей осторожности рысь обычно не очень боится людей. Она живет в созданных ими вторичных лесах, а в бедственные годы заходит в села и даже города. На человека рысь обычно не нападает, но в случае ранения становится опасной. Хотя неизвестно ни одного подтвержденного случая нападения рыси на человека. В какой-то степени это даже удивительно. Леопард весом в 35 килограммов легко убивает людей. Взрослый самец рыси запросто разделывается с тренированными овчарками вдвое тяжелее его самого. Однако случаи, когда рысь намеренно убивала человека, неизвестны. Более того, рысь известна как один из наиболее легко приручающихся диких кошек. В частности, к приручению поддаются даже взрослые рыси, пойманные капканами. Иногда они привыкают к человеку до такой степени, что позволяют брать себя на руки, а мурлыканье этой огромной кошки напоминает гудение мощного электромотора. Евразийские рыси в природе играют такую же роль, как и волки. Они губят среди таежных животных главным образом больных, слабых и неполноценных особей, выполняя функцию санитаров. Хотят любви рыси обычно в марте, как и все мартовские кошки. И в эту пору рыси обычно издают урчание и громкое мяуканье. В это время за рысьей девушкой ходит несколько мужчин, которые яростно дерутся между собой. Победитель исполняет ритуал приветствия. Обнюхав друг у друга носы, они встают напротив и начинают как бы бодаться лбами. А еще дружеская привязанность у рысей выражается во взаимном вылизывании шерсти. Беременность у будущей мамы длится от 63 до 70 дней. Затем на свет рождается обычно 2-3, редко 4-5 глухих и слепых
слепых рысенка. Убежищем им служит логово под вывернутыми корнями упавшего дерева, яма или земляная пещера. Вес новорожденных составляет около 300 грамм, а глаза у рысят открываются на 12-й день. В месяц мать начинает подкармливать котят твердой пищей. Папаша рысят совсем не козел, и в воспитании котят участвуют оба родителя. Подросшие рысята охотятся вместе с родителями до наступления следующего сезона размножения, а затем переходят на самостоятельное существование и живут в одиночку. Половой зрелости самки достигают в 21 месяц, самцы в 33, а продолжительность жизни европейской рыси от 15 до 20 лет. Ну а теперь немного о пережитках прошлого. Промысловое значение рыси невелико. Используется мех. Рысий мех всегда ценился высоко. Начиная же с 50-х годов прошлого столетия, цены на него на международном рынке стали возрастать с небывалой скоростью. А несмотря на то, что мясо рыси, похожее на телятину, нежное и вкусное, его по установившейся традиции не принято употреблять в пищу, как и вообще мясо любого хищника. Хотя в Древней Руси рысье мясо славилось высокими качествами, и его подавали на стол во время боярских и княжеских пиршеств как деликатес. А из-за остроты зрения в честь рыси было названо созвездие в 1690 году. Ян Гавелий так комментировал выбор своего названия. В этой части неба встречаются только мелкие звезды, и нужно иметь рысьи глаза, чтобы их различить и распознать. Кстати, День рыси отмечается 11 июня. Будем отмечать? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!